Так, это снова Илья, и в этом видео я бы хотел поговорить о том, почему я считаю, что второй половинки не существует. Вообще это словосочетание всегда звучит в таком контексте, будто бы человек изначально неполноценен, и ему нужна обязательно особь противоположного пола, которая сделает его полноценным, в кавычках. Получается, что у всех одиноких людей без этой второй половинки должен быть комплекс неполноценности. Но если человек изначально не идентифицирует себя самодостаточным, то никакие половинки ему не помогут. Он все время будет нуждаться в присутствии такой половины. Эти половины считают, что являются собственностью друг друга, и их союз зиждется на этом убеждении. Мне бы, например, стало бы страшно не от мысли, что кого-то не будет рядом, а от мысли, что есть постоянная зависимость от некой личности, ее настроения и ее отношения ко мне. В общем, глупость несусветная. Человек готов лишать себя своей независимости, лишь бы получить ощущение некой социальной стабильности в таком союзе. Это своего рода проституция, но проституция неявная, хотя такие отношения являются в большей степени проституцией, чем те, при которых люди знают, за что они платят, и потом это получают. Я думаю, что вы понимаете, о чем я. Я обратил внимание, что при таких отношениях отказ от себя – это одно из важных условий их существования, так как они не понимают, что между ними есть общего, ничего нет. Вообще, само это определение «вторая половина» будто бы предполагает неполноценность, так как оно означает, что две половины становятся единым полноценным организмом, только будучи вместе. Когда все фильмы, песни, рассказы по большей части о любви, то для человека становится естественным придавать значение межполовым отношениям, хотя такие отношения мотивированы исключительно репродуктивной биологической функцией человека. Но культура навешивает на эти явления какие-то романтические смыслы, что абсолютно уводит индивида от реальности. В принципе, человек может размножаться с любым представителем противоположного пола, но культура сообщает о том, что есть вторая половина, которая где-то бродит, но и непонятно где. Самое опасное в этом то, что человек отдаляется от реальности, он начинает придавать сугубо инстинктивным явлениям высокие романтические смыслы. В этом и проявляется влияние массовой культуры. Она эксплуатирует инстинкты человека, наделяя, по сути, биологические функции организма художественными образами. Правящая верхушка прекрасно понимает, что там, где инстинкты, там нет никакой любви, а только биология. Инстинкты для нее это инструмент влияния, так как человек, чьи инстинкты активизированы, наиболее подвержен этому влиянию. Страх и половой инстинкт – это самые сильные инстинкты из известных. В чем заключается массовая роль искусства в распространении мифа о второй половинке? В создании убеждения о существовании второй половины, как я уже писал выше, говорил точнее выше, вносит свой весомый вклад массовое искусство,
которая по большому счету работает на задействование физиологии в виде постоянного повторения чего-либо. И тогда у человека в последующем вырабатываются условные рефлексы на какое-нибудь художественное произведение. Кажется, что искусство – это что-то возвышенное. Правда, рассчитано оно на пробуждение самого низменного, что есть в человеке. Половина как средство от тоски. Культ половины обосновывается ее свойством избавлять от тоски. Но я бы уделил здесь внимание выявлению причины самой тоски, хотя массовое искусство всячески внедряет идею о том, что само отсутствие половины как таковое вызывает тоску. А роль половины сакрализуется в глазах верующего в идею о ее существовании. Я считаю, что вторая половина – это миф не потому, что я являюсь противником таких отношений, а потому что мне ясны мотивы, которые побуждают человека искать эту самую половину. Начнем с того, что если мы говорим о существовании некой половинки для человека, то мы подразумеваем неполноценность самого этого человека. Следовательно, человек должен искать половинку, потому что он якобы неполноценен, потому что он один. Вот я задумываюсь, почему мое собственное отношение к себе должно определяться наличием в моей жизни некой персоны женского пола. Почему мое настроение должно зависеть от чьих-то реакций, настроений. И ведь говоря об отношениях, мы подразумеваем некую пользу, удовлетворение неких потребностей. Этот человек может в любой момент взять и уйти, потому как его потребности и его видение отношений могут измениться. Что происходит в этот момент? Он перестает быть второй половинкой, что ли? То есть, допустим, вторая половинка существует, человек ее находит и становится единым целым с ней. И на любое изменение в отношениях с ней человек будет реагировать остро, так как он идентифицирует эту половинку как часть себя. Получается, что этот человек обречен на то, чтобы быть в постоянном напряжении в таких отношениях, что ли. Наверное, для того, чтобы разобраться в сути таких отношений, нужно понять, на каких мотивах они базируются. Ну, естественно, на репродуктивном инстинкте. Следовательно, человек ищет вторую половинку, так как в нем действует инстинкт. Но идея о существовании второй половинки поддерживается массовой культурой, так как это простой способ создания общественной системы. Собственно, как вообще может один человек быть естественной частью другого человека, если это совсем другая биологическая особь, сформированная и из другого сочетания биологических и социальных факторов?